Некоторым чувствам не нужен голос, чтобы быть услышанными, ведь мир уже чувствует их. Привет, Арми. Что-то изменилось в том, как Тэхён смотрит на Чингука. Это не просто случайный взгляд и не игра с камерой. Это нечто более глубокое, невысказанный, но ощущаемый язык. Для некоторых это просто небольшое совпадение. Но для тех, кто давно следит за этой историей, тех, кто видит то, что скрывается за камерой, этот взгляд имеет гораздо большее значение. Тэхён не впервые смотрел на него так, но на этот раз он больше не пытался это скрыть. Долгие годы отношения Тэхёна, Ким Тэхёна и Чон Чингука из BTS были постоянной темой для разговоров. Не из-за слухов, а из-за того, как они делают такие реальные мелочи. Воспоминания. Каждая внезапная улыбка. Каждое мимолетное прикосновение руки. Каждый тихий смешок, понятный только им двоим. В мире, постоянно окутанном светом софитов, где каждое движение пристально изучается, каждое выражение лица анализируется. Есть моменты, которые пронзают все слои притворства, моменты, когда Тэхён забывает, что весь мир наблюдает за ним. Есть то, что он никогда не может скрыть, это его глаза. Когда камера фокусируется на его общении с Чингуком, они отражают нечто неописуемое, благоговение, любовь и безмятежность. Посреди толпы этот взгляд словно говорит: «Я здесь, и я вижу только тебя». И в эти моменты эти глаза рассказывают историю. Тэхён всегда был известен своей харизмой, загадочной, поэтичной и непредсказуемой. Однако есть одна вещь, которую он не может скрыть – то, как он смотрит на Чингука. Каждый раз, когда Чингук улыбается, взгляд Тэхёна словно перестает блуждать. Повисает крошечная пауза доли секунды, которую может понять только сердце. И для Арми, которые следят за ними годами, эта секунда значит все. Этот взгляд не просто камера, запечатлевшая взгляд в глаза, а душа, заглядывающая в душу, написал один из фанатов в комментариях, прикрепив видео, где Тэхён смотрит на Чингука с легкой улыбкой. В этом взгляде было тепло. Теплое, как весенний сеульский полдень, когда солнце пробивается сквозь листву, мягкое, но настоящее. Тэхён смотрел не как коллега. Он смотрел так, будто знал Чингука досконально. От смеха, раздававшегося перед камерой, до тихой тишины за кулисами. Язык тела никогда не лжет. Будь то на сцене или за кулисами, тело Тэхёна всегда рассказывало историю. Когда они стояли рядом, его плечи всегда слегка наклонялись в сторону Чингука, небольшой, неосознанный рефлекс, но слишком искренний, чтобы его игнорировать. А когда Чингук говорил, Тэхён всегда полностью поворачивал голову, слушая всем телом, словно мир состоял только из его голоса. Даже в их общем смехе чувствовалась та же нежность, легкое похлопывание по руке, игра пальцем на плече, легкий жест, говорящий больше, чем слово. Все это складывалось в одно едва заметное послание. «С тобой я чувствую себя в безопасности». Обратите внимание на то, как стоит Тэхён. Когда они стоят рядом, его тело всегда слегка наклонено в сторону Чингука. Когда Чингук говорит, Тэхён полностью поворачивается к нему, знак того, что он слушает не ушами, а сердцем. И каждый раз, когда Чингук разражается смехом, Тэхён не может сдержать смеха. Даже когда шутка не адресована ему, он все равно улыбается, словно счастлив от того, что Чингук счастлив. Мы часто забываем, что человеческое тело хранит тайны, которые мы не можем контролировать. Легкие жесты, мимолетные прикосновения, взгляды, задержавшиеся чуть дольше – все это говорит о чем-то более глубоком, чем просто дружба. Бывают моменты, когда двум людям не нужно говорить, чтобы понять друг друга. В клипе на Bangtan Bums есть сцена, где Тэхён и Чингук просто сидят рядом. Никакого диалога, никакого открытого взаимодействия, только молчание, но оно наполнено смыслом. Камера запечатлела то, что мог бы упустить невооруженный глаз. Быстрый взгляд Тэхёна, легкую улыбку Чингука и момент, когда они оба смущенно отвернулись друг от друга. В этот момент мир словно остановился на мгновение. Они были только вдвоем, в небольшом пространстве, созданном тишиной и взаимопониманием. Им не нужно было говорить.
Они просто сидели рядом, и все казалось завершенным. Написала одна Арми в длинном сообщении в Твиттере, приложив замедленное видео этого момента. И, возможно, именно такова их любовь. Слова не нужны, потому что их сердце уже знают одно направление. Говорят, любовь можно услышать потому, как человек говорит. Не по словам, а по неосознанному изменению тона. Когда Тэхён разговаривает с Чингуком, что-то меняется. Его тон становится ниже, мягче и сдержаннее, словно каждое слово тщательно продумано, чтобы не ранить воздух между ними. Многие фанаты заметили это. Он понижает голос каждый раз, когда разговаривает с Чингуком, прокомментировала одна Арми на корейском форуме. И это правда, его голос меняется, становясь таким, какой он бывает только с тем, кто ему дорог. С другой стороны, Чингук всегда отвечает застенчивой улыбкой и своей фирменной привычкой, покусывает губу. Это легкое движение, такое искреннее, такое человечное. Он как подросток, пытающийся скрыть свои чувства, но его тело быстрее признается. Если внимательно прислушаться, можно заметить тонкий ритм между ними, словно в танце. Не отрепетированный танец на сцене, а естественный, эмоциональный танец. Один смотрит на другого, другой отворачивается. Один смеется, другой опускает глаза. Один делает комплимент другому, другой застенчиво прикусывает губу. Это танец двух душ, которые слишком давно знают друг друга. Им больше не нужны были подсказки, одного взгляда было достаточно, чтобы заговорить. Тэхён всегда первым замечал едва заметные изменения в Чингуке. Когда Чингук нервничал, он похлопывал его по спине. Когда Чингук был слишком серьезным, он шутил, чтобы рассмешить его. И каждый раз, когда Чингук смеялся, Тэхён тоже смеялся, не потому, что это было смешно, а потому, что этой улыбки ему не хватало каждый день. «Посмотрите, как он улыбается только в присутствии Чингука», написал один фанат, приложив к этому подборку видео с концертов и фан-митингов. Это совсем не та улыбка, которая у него появляется, когда он с кем-то другим. И в каждом из этих видео Чингук, казалось, всегда это замечал. Он слегка улыбался, опускал глаза или делал вид, что чем-то занят, но его взгляд всегда возвращался к Тэхёну. Это был не взгляд коллег. Это был взгляд двух людей, которые слишком хорошо знали друг друга. И понимали, что даже если не могли сказать всего, чувства все равно были. В одном закулисном видео камера запечатлела редкий момент. Тэхён говорил, а Чингук пристально смотрел на него. Когда Тэхён обернулся и посмотрел на него, Чингук тут же улыбнулся и отвел взгляд. На первый взгляд, это казалось нормальным. Но для тех, у кого был зоркий глаз, это был момент честности. Был и другой случай, когда Чингук, казалось, потерял концентрацию просто потому, что Тэхён слишком долго смотрел на него. Он почесал шею, усмехнулся, а затем попытался заговорить, чтобы скрыть нервозность. Но камера поймала румянец на его щеках, легкую улыбку, которую он не мог скрыть. И его постоянно бегающий взгляд, лишь бы убедиться, что Тэхён все еще смотрит на него. Для многих Арми такие моменты не просто милые или романтичные. Это маленькие кусочки тихо растущей любви, искренней, простой, но настоящей. Есть одна вещь, которая всегда делает моменты Тэгука особенными. Они умеют заставить мир казаться только их двоих. Среди тысяч прожекторов и сотен камер. Тэхёна и Чингука есть маленькое пространство, куда никто другой не может проникнуть. Пространство, где их смех звучит по-другому. Пространство, где малейшие прикосновения становятся их собственным языком. Пространство, где их глаза говорят друг с другом без необходимости издавать звуки. И, возможно, именно там и живет их любовь, не на большой сцене или перед миллионами зрителей. А в тех маленьких моментах, которые понятны только им, иногда любви не нужно признание, потому что мир видит ее потому, как двое смотрят друг на друга. Возможно, мы видим не только близость двух участников группы. Возможно, это любовь, которая растет в тишине. Которая не просит разрешения на существование. Не нуждается в признании, чтобы быть настоящей.
Возможно, Тэхён больше не прячется. Он просто учится любить тише, через многозначительные взгляды, улыбки и молчание. В конце концов, мы никогда не узнаем наверняка, что же произошло на самом деле за кулисами. Но ясно одно. Их связь настоящая. Они понимают друг друга без слов, безоговорочно поддерживают друг друга и смотрят друг на друга так, будто мир принадлежит только им. Любовь не всегда нужно провозглашать. Иногда достаточно просто почувствовать ее. И для миллионов армий по всему миру любовь между Тэхёном и Чингуком слишком прекрасна, чтобы ее скрывать.